Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, друзья, мы с вами вместе посмотрим коллекцию осень-зима 2022-2023 от французского дома Lanvin, презентация которой состоялась на неделе моды в Париже. Креативный директор и ведущий дизайнер компании Бруно Сиалелли представил на суд зрителей целый микс оттенков, текстур и форм. Модные образы наполнены настоящими эмоциями, которые можно почувствовать при первом же взгляде. Игра контрастов. Пожалуй, так я назову новую линейку эффектных и стильных нарядов под маркой Lanvin. Для создания этой коллекции дизайнер искал вдохновение в роскошном ар-деко, сформированном в прошлом столетии в 20-е годы на эстетике графичности искусства. Не меньшее внимание на творческие идеи модельера оказала архитектура Древнего Египта, а также гламурный кинематограф Голливуда 50-х с предпочтением стиля нуар. Благодаря последнему, многие критики уже назвали коллекцию слишком мрачной. Но это чувство возникло скорее от темных декораций, черного подиума, немного зловещей игры теней и света. Тогда как сами наряды порой буквально пылали яркими красками, конечно, за исключением одежды в черном цвете. Да, модные образы не лишены драматизма, и, возможно, есть во всем этом что-то тревожное, но в то же время очень оптимистическое. И такая полярность прекрасно поддерживает главную тему коллекции, построенную, как я сказала ранее, на игре контрастов. Богатые и блестящие текстуры, глубокие цвета, мех и кожа, мозаичные узоры, пестрые принты, вышивка и пайетки создают удивительную, необычную атмосферу. Узкие силуэты, структурные подчеркнутые плечи облегающих комбинезонов привлекают внимание наравне с асимметричными платьями из шелка и бархата, которые, как конструктор, собрали по частям. Кстати, много идей было взято дизайнером из архивного фонда Lanvin. Бруно Сиалелли попытался соединить винтаж и современность, переосмыслить наследие дома моды, добавив в коллекцию традиционную порцию французского шарма. Чувство лоска, строгости и утонченности, оптические иллюзии в расцветках и гламурная роскошь в декоре. Фрагменты древней истории в деталях модных ансамблей – все умело приправлено аксессуарами. Массивная бижутерия, к примеру, металлические серьги каплевидной формы, явно напоминают флакон духов легендарного женского аромата Lanvin с цветочными нотами и одновременно отсылают к Древнему Египту. На кожаных сумках металлическая ручка изогнутой формы стилизована под кошку, что также имеет египетский отголосок. Изящные минодьеры в виде божьей коровки или тюльпана, украшенные стразами и цветными кристаллами, прямо намекают на праздничный и декоративный стиль ар-деко. Здесь же весьма оригинально смотрятся диадемы с сеточкой-вуалью, прикрывающей лицо. Многие модные образы дополняют капроновые колготки и гольфы с мушкой в разных цветовых решениях. Что касается обуви, примечательны босоножки на тонких разноцветных жгутах-ремешках, сапоги Ботфорды и туфли Мэри Джейн на массивной платформе с высоким каблуком, а также меховые сабы с узором. В мужской обуви вы заметите контрастный союз, где классика лихо совмещается со спортивным авангардом. Бархатные костюмы, кружевные платья, яркие шубы, плюс ко всему сверкающие блеском текстуры. Сочные оттенки, отполированные до драгоценных тонов, высокое швейное мастерство и яркий гламур. Ностальгия о прошлом и модернизм. Строя коллекцию на контрастах, дизайнер виртуозно превратил иллюзии и миражи прошлого в проекции и предсказания будущего. Наверное, так и создается высокая мода. С интересом жду ваше мнение, мои дорогие зрители, в комментариях. Всем огромнейшее спасибо за поддержку канала, за поставленный лайк и подписку. Приятного просмотра, хорошего дня, ярких встреч и добрых улыбок. Всем красоты и нескучного, солнечного настроения!